Правда ли, что в Германии иностранцам за одну и ту же работу платят меньше, чем немцам? Всем привет! С вами IG Daily, и сегодня мы разберем этот вопрос. Правда это или миф? Действительно, совсем недавно под прошлым нашим видео нам прилетел вот такой комментарий. И я на него подробно ответила и решили, что, наверное, будет очень многим интересно узнать подробнее об этой теме. Итак, начнем. Во-первых, я сначала хочу оговориться, что все, о чем мы будем говорить, это касается прежде всего квалифицированного труда. Во-вторых, это касается официального трудоустройства. И в-третьих, здесь будет идти речь о средних и крупных больших предприятиях либо корпорациях. Все, что касается каких-то мелких фирм, семейных, очень небольших предприятий, здесь, наверное, сложно все-таки сказать, да, особенно если работа, допустим, неквалифицированная, тут могут быть абсолютно разные случаи, как мне кажется. Все-таки наш мир не идеален, поэтому по этому поводу мы ничего, к сожалению, вам ответить не можем. Да. Итак, начнем. Во-первых, разделим для начала, какая оплата труда существует в Германии. Их есть два вида. Первое – это оплата по тарифам, когда есть определенная тарифная сетка, и по пунктам, по определенным пунктам определяют на основе вашего образования, какое у вас высшее образование, это бакалавр, магистр, у вас техникум или университет, и количество лет опыта в данной сфере. Это 3, 5, 10, 15 и так далее, либо вообще нет опыта. И на основе этих данных вам присваивается определенный тариф и соответствующая ему зарплата. Графы «национальность» там нет, то есть независимо, кто будет подаваться на вакансию, по тарифам будет смотреться лишь ваш опыт либо образование. Поэтому здесь даже исключена возможность, что иностранцам будут по какому-то параграфу платить меньше, например. Да? Ну, можно и так сказать, да. Итак, и следующий, очень важный, такой обширный пункт – это сдельная оплата труда. Сдельная оплата труда зависит от того, как вы себя продадите. И это самый главный фактор. Какой здесь подводный камень, например? Почему немцы в данном случае могут зарабатывать больше? И это действительно так. Во-первых, немцы умеют торговаться. Уметь выпросить себе больше зарплату, выторговать, показать свой релевантный опыт для данной позиции, быть уверенным в своем навыке, этому нужно учиться, и немцы это умеют. У нас, к сожалению, я считаю, этот пункт проседает, потому что нас этому элементарно никогда не учили, и правила трудоустройства на работу в наших постсоветских странах немного все-таки другие. Поэтому у немцев здесь преимущество. И они могут себе выбить даже в прямом смысле большую зарплату, потому что они уверены в себе, если им не подходит, они знают, что найдут другого работодателя. А иностранцы же часто чувствуют себя все-таки более, я бы сказала, уязвленными и соглашаются даже на первую зарплату, которую им предлагают. Вот. Но здесь есть хорошая новость. Этот навык, которому можно научиться. Можно прокачивать эту уверенность в себе, можно знать, как проводить эти переговоры о зарплате, и тогда вы вполне сможете выбить себе достойную зарплату. Обычно после таких слов следует: подписывайтесь на наш курс вот за столько-то там тысяч евро. Нет, мы не продаем никакие курсы. Да, на самом деле это правда, у нас есть синдром самозванца, да, мы всегда думаем, что мы хуже, мы там еще что-нибудь, но я вам могу сказать на нашем примере, или там, например, на примере моей сестры, да, то есть мы сюда приехали, мы здесь все заканчивали университет уже на чужом языке, мы выучили чужой язык, то есть мы, по моему личному мнению, уже на уровень выше стоим немцев, и на каких работах мы вот с моей женой работали, она уже по статусу, она уже выше, чем у многих немцев, хоть как ни крути. И это правда, да, надо торговаться. И еще что я вам хочу сказать. Очень важно, какую вы начальную себе зарплату выбьете, потому что потом не важно, какая у вас фирма, но если у вас вот такая сдельная будет зарплата, на которую вы договариваетесь, а не тарифная сетка, по тарифной сетке там после каких-то лет она постоянно, ваша зарплата каждый там, год-два поднимается. Если вы по сдельной, какую зарплату вы сделали, потом эту зарплату поднять практически невозможно. Очень супер сложно. То есть надо всякие махинации, можно сказать, использовать, типа,
ой, вы знаете, я там нашел себе другую работу, буду вот, наверное, уходить. И тогда они скажут, если вы хороший работник, слушай, ну останься, да, мы, наверное, тебе поднимем зарплату. Но и это не всегда. Я уже много раз видел на моей прошлой фирме, то есть это огромная корпорация, большая, где работает там несколько тысяч человек, что человек им говорит, я хочу прибавку себе 10%. Они говорят, нет, бюджета нету. Человек уходит на другую фирму, ему там поднимают 30-40% реально. И поэтому очень важно, например, менять работу, если вы хотите по карьерной лестнице дальше идти, каждые там 2-3 года менять работу, потому что с каждой новой работой у вас может быть прибавка в зарплате в районе там 20-30 и выше процентов, в зависимости от того, как вы умеете продавать. Если и человек вот из этих 10% ушел на другую фирму, люди, которые и взяли на его место другого человека, они ему заплатили уже на 30% больше, чем тому мы могли бы заплатить. Но такой человек, когда приходит в большую корпорацию, он всегда работает примерно почти минимум, это 6 месяцев на холостом ходу, можно сказать, то, что он как работник его нельзя использовать. У него нет доступов к различным программам, к различным сайтам, которые там нужны, в общем, в корпоративную систему. У него нет входов, это очень долго длится, особенно если консалтинговая фирма работает с большими корпорациями, такие как Volkswagen, Audi, в автомобильной сфере, где мы работали. Это супер долго длится. Потом вам надо этого человека обучить. Это еще тоже полгода, пока он во всю эту систему вольется, пока это все произойдет. Это очень долго. То есть они, сэкономив 10%, потеряли 30%, и одного человека бесплатно, можно сказать, что он не работник еще в течение 1 года, но это очень редко бывает, когда они его берут, и он прям начинает на 100% работать. Если такой человек есть, то он попросит уже не 30%, он попросит уже такую зарплату конкретную, с которой он будет стартовать и нормально работать. И в этом вот есть разница. Поэтому просите сразу большую зарплату, потому что повышение вряд ли возможно, если вы не в тарифе. Но почему это еще также важно? Повышение возможно, но часто у больших фирм эти повышения незначительные. Это могут быть там 3% спустя там 2 года или По каждый инфляции, год. да, они поднимаются. Да, такое возможно. Но имейте в виду, что эти 3% будут начисляться как раз-таки на ту изначальную зарплату, о которой вы договорились. И, соответственно, чем больше она у вас была, тем выше этот процент будет в абсолютном эквиваленте, то есть в евро напрямую. Поэтому расскажите, пожалуйста, торговались ли вы уже по поводу зарплаты в Германии? Как у вас это происходило? Что вам удалось получить в итоге? И как это происходило? Как вы себя при этом чувствуете? Очень интересно. Делитесь в комментариях. Да, делитесь в комментариях. Если вам нравится это видео, прямо сейчас ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы новые видео у вас высвечивались. И, конечно же, подписывайтесь. Подписывайтесь на нас, нам будет приятно, вам будет тоже приятно, и я надеюсь, весело. И следующий момент, помимо самих переговоров о зарплате, который напрямую влияет, конечно же, на вашу зарплату, это ваш уровень языка и ваше образование и ваш опыт. Многие недооценивают уровень языка. В настоящий момент, если вы почитаете большинство вакансий, описания к вакансиям, вы увидите, что коммуникация стоит, ну если не на первых местах, то как минимум она везде упоминается в этих вакансиях. И не стоит недооценивать этот навык. Конечно же, иностранцы, особенно те, которые совсем недавно переехали в Германию, имеют еще недостаточно свободный и профессиональный уровень немецкого языка. И вполне логично, что для некоторых работ, где это является критическим фактором, например, какие-нибудь продажи, маркетинг, если у вас недостаточный уровень языка, значит вы, как ни крути, вы слабее все-таки кандидатов, тех же немцев, для которых это родной язык. К сожалению, это так. И поэтому логично, что за счет этого зарплата может быть ниже. Поэтому, если зарплата, как говорят, зарплата у иностранцев ниже, то не из-за того факта, что ты иностранец, а из вытекающих факторов, что у тебя язык ниже, например, либо опыт. Опыт работы у вас может быть большой, может быть 5, 10, 15 лет, но нерелевантный. То есть это может быть опыт из вашей страны, неважно, какая-то Украина, Россия, Казахстан, Польша, что угодно. Этот опыт может быть в каком-нибудь небольшом предприятии местном, да, которых никогда не занимался международными сделками и так далее. И вы приезжаете в Германию, подаете здесь на вакансию, да, вы указываете, что у вас есть этот опыт большой, 10-15 лет, но
им он не принесет, ну, никакой пользы, скажем так. Он принесет, они знают, что вы квалифицированный работник, что вы много умеете, достигаете, но напрямую эти ваши навыки не всегда могут быть использованы на новой должности. Здесь другие системы, в которых работает предприятие, здесь другие каналы связи могут быть. Вам все равно многому придется учиться, либо заново осваивать какие-то навыки, либо, может, даже проходить какие-то сертификации. И, конечно же, если сравним с тем же немцем, допустим, 5 лет опыта у вас, 5 лет опыта у немцев, но у вас опыт не совсем релевантный, не в той сфере, может быть, или даже не в тех предприятиях, да, в очень мелких. И немец, у которого в резюме стоят достаточно известные фирмы, либо как минимум он уже знает эти системы. Поэтому я считаю, что вполне логично, что зарплата в данном случае у него может быть немного выше, потому что его опыт все-таки более релевантный, он сможет сразу начать работать, а вам нужно будет еще какое-то время привыкнуть, подучиться и освоиться в новых системах. Да, я в принципе могу сказать, что в принципе ваш опыт вообще здесь не может использоваться, потому что здесь совсем другие программы абсолютно. Если вы, конечно, в какой-то супер узкой специализации, да, там могут быть одинаковые программы, но в большинстве, особенно налоговый учет, бухгалтерский учет, совершенно другие программы, совершенно другие будут у вас ставки. Также нельзя принимать юриспруденцию, тоже будут абсолютно другие законы, по сути, другие параграфы, другая ответственность. Ну, вообще ничего нельзя будет использовать, и, соответственно, вы должны понимать, что шансов так устроиться вообще нет никаких. Вы можете устроиться туда как сначала, ассистент, помощник на очень маленькую ставку, то есть на минимальную ставку, и потихоньку, шаг за шагом вы будете идти, понимать, разбираться, и будете дальше, да, сдавать какие-то экзамены, потому что ваш диплом полностью не признают в этих категориях, так же, как и медицинский, и все остальное. Вам надо будет досдавать язык, досдавать дипломы, и тогда вы сможете полноценно после каких-то нескольких лет полноценно будете работать. И вы должны понимать, какую вы зарплату тогда указываете. Если вам, например, там ChatGPT говорит, что на эту роль есть такая-то вилка зарплаты, это надо понимать, что это для людей, которые получили опыт именно в Европе. Для вас вы можете смело отрубать 5-10 тысяч, образно говоря, и тогда у вас будет шанс попасть на эту работу. Потому что я во многих случаях уже встречался, если фирма маленькая и средняя, им очень важен бюджет, очень важен. Даже более важен, чем ваш опыт. Потому что у них ограничен. У них ограниченный бюджет, да. То есть они будут, все равно, какой бы человек ни был, вот особенно люди, которые после университета, у них нет в принципе никакого, они закончили университет, есть у них какой-либо практика, полгода, год там, и все. Их берут на самую минимум, даже инженеров берут на самую маленькую зарплату, и они начинают с этого работать. То есть человек, который уже с опытом, он сразу просит 30-40 тысяч больше. Тысяч, не там евро в год, да. И поэтому в этом плане у вас тоже есть шанс устроиться, если вы укажете правильную зарплату. Также я сейчас часто просматриваю вакансии на рынке Швейцарии, и там в некоторых вакансиях указано, что они требуют высшее образование в одном из топовых вузов Швейцарии. Но вот как вы думаете, какой шанс, что у швейцарца будет это образование, либо у меня, например, иностранки? Но все-таки у швейцарца этих шансов значительно больше, потому что это топовый вуз в его родной стране. У меня обычный технический вуз Германии, к сожалению. И многие фирмы, особенно какие-то топовые, к сожалению, но я очень рада, это что есть. У нее один из самых лучших вузов, в принципе, Германии. Вот. И многие работодатели готовы платить за это такое известное имя больше зарплату. Поэтому да, швейцарец получит больше зарплату, потому что у него в резюме будет стоять этот вуз. Хотя у меня может быть точно такое же техническое образование, такое же итоговое, допустим, магистр там, или бакалавр, тоже в этой же области, но вуз у него будет лучше, и зарплата у него поэтому будет выше. Хочу вернуться к языкам. Очень важно, я уже во многих видео я говорил, очень важно знать непосредственно немецкий язык. Потому что, зная немецкий язык, вы можете работать не только в Германии, но и в Австрии, Швейцарии и в Лихтенштейне.
Также, например, если вы ищете в Швейцарии себе работу, там, конечно, может быть, и не удивляйтесь, и это правда. На самом деле, я не думал, что такие люди существуют, но там вакансии может стоять свободный английский, свободный немецкий, свободный французский и свободный итальянский. Такие вакансии действительно и есть. И, конечно же, зарплаты там соответствующие. То есть там более 100 тысяч евро в год зарплата, это свободно. Конечно, вы можете сказать, не может такого быть. Но я лично знаю такого человека, у нас есть друг. Вы не поверите, он сам итальянец, он говорит, соответственно, на итальянском языке. Английский, ну это просто must-have, на нем говорят в принципе все. Он учился в Германии. Он учился в Германии, Поэтому соответственно, он знает немецкий, немецкий и мы с ним разговариваем на немецком, и немецкий уровень у него тоже хороший. Очень хороший. И он переехал в Голландию, и он говорит на голландском. То есть вот вам 4 языка плюс... И немного он говорит на французском. Да, и немного на французском 5. Плюс у него жена украинка, он говорит непосредственно, да, понимает, и еще, то есть 5 языков, которые он конкретно знает, и еще там, например, 2, которые он понимает, но не говорит на них. Можете себе представить, 5 языков. Ну и, соответственно, дети у них тоже говорят уже изначально на русском, украинском, это раз-два, потом голландский, итальянский. На 4 языках ребенок... В английский садик. И ходят в английский садик. Ребенок в 6-7 лет знает. Соответственно, и он нам рассказывал, как он здесь закончил технический университет, и потом он работал в Линдау. И то есть он всегда говорил, да, я всегда был не самый топовый по там, знаниям, не самый топовый по оценкам в дипломе, по оценкам в допустим, дипломе, да, и всему остальному. Но на работе они всегда смотрели, когда он указывал свои там 5 языков, и они всегда его брали, потому что коммуникация — это ключ к успеху у вас будет. И, соответственно, он получал свои работы. И сейчас он работает на очень хорошей работе в Голландии с очень хорошей зарплатой. И благодаря языкам он так далеко и высоко поднялся. Поэтому учите языки. Не надейтесь, пожалуйста, на искусственный интеллект. Если он будет, это хорошо, но развивайте свой мозг, учите языки, они вам точно пригодятся. Что я еще хотела отметить? Все, что мы перечислили, все эти, как я уже выше сказала, это не недостатки, это пункты, по которым действительно иностранцы могут уступать немцам и, соответственно, получать выше, точнее не выше, ниже заработные платы. Но есть очень хорошие новости, все это вполне исправимо и все это прокачивается. Вы можете выучить язык до превосходного. Те, кто живет в Германии, допустим, 10-20 лет, для них это уже как второй родной язык. И поверьте, у них зарплаты точно такие же, как и у остальных немцев. Уже язык тут не влияет, например. Также ваш опыт, он вполне здесь приобретается. Все, кто сюда переехал, это очень целеустремленные люди. Они набираются этого опыта, они достигают очень высоких позиций здесь. Это вполне возможно. И что я еще хотела сказать. Здесь иностранцы тоже могут занимать топовые позиции и получать высокие зарплаты, намного выше большинства средних немцев. И это не исключение, это просто повсеместно. У нас есть знакомые, у нас есть девушка, иностранка. Она занимает очень высокую позицию, мне кажется, на одном из самых консервативных немецких автоконцернов. Она этого достигла благодаря своему труду, упорству. И это не какая-нибудь там высокая, пробивная женщина и так далее. Нет, она очень хрупкая, она очень умная, и вот это для нас большой пример на самом деле во многом. И таких примеров много. В моем предыдущем проекте на работе, например, наш проект был для одной из крупных фирм, которая разрабатывает софт для автопроизводителей. И в проект поставили нового руководителя проекта. Чтобы вы понимали, этот проект многомиллионный. Там команда, где-то человек 90, например. И когда я впервые созванивалась с руководителем проекта, я не знала точно, кто он. И я только видела его имя. И потом, когда мы созваниваемся, я понимаю, что этот руководитель проекта иностранец. Хотя вся команда, минимум на 80% состояла из немцев, но его поставили руководителем проекта. Помимо этого, он очень-очень слабо говорил на немецком языке, но у него был превосходнейший английский. И из-за этого
вся команда, все термины, все митинги проводились на английском языке, потому что ему так в первую очередь было удобно, это был его язык коммуникации, но и фирма все-таки была международная, поэтому английский язык здесь тоже может быть вполне нормой. Как я уже сказал, вы можете рассчитывать, в принципе, если у вас нет немецкого, на английский язык, но только если фирма больше, чем средняя, либо это большой концерн, либо это международная фирма. Если у вас маленькая фирма, особенно немецкая, с глубокими немецкими корнями, можете поверить, на английском там никто не будет говорить. Особенно если там уже будет взрослое поколение работать, то есть далеко там за 40, то, соответственно, без немецкого вы никуда не пойдете там. В целом тема зарплаты для Германии все еще, я бы сказала, такая тема табу. И на самом деле очень не принято среди немцев обсуждать, кто сколько зарабатывает, и вы не можете просто так подойти к своему коллеге и спросить: скажи там, пожалуйста, какая у тебя зарплата. Но это считается очень некорректным, мягко сказать. Но в целом все-таки большинство коллег знают приблизительно, кто сколько зарабатывает. Если по тарифам, то здесь все очень понятно и четко. А если у вас отдельная зарплата труда, иногда все-таки удается где-то там выяснить приблизительно, в каких пределах кто сколько зарабатывает. И на своей предыдущей фирме я, например, знаю, что мои коллеги в среднем зарабатывали столько же, сколько и я, немцы. То есть у нас не было какого-то большого разрыва в зарплате. Те, кто приходил только после университета, у них могло быть там на несколько тысяч меньше, например, в год. А в среднем все равно было у всех одинаково. У кого позиция выше, у тех, соответственно, больше. То есть я на своем опыте пока не замечала никаких различий в зарплатах иностранцев либо немцев. У тебя что по твоему опыту скажешь? В принципе, у меня была зарплата в целом больше даже, чем у немцев, конечно. Когда ты работал на Форте, да? Да, уже было больше тогда, и сильно ценился мой труд, и когда я сказал, что я буду уходить, они сказали: сколько тебе денег надо, давай мы тебе дадим столько, сколько там будет устраивать. Я говорю: в принципе, мне дальше надо двигаться по карьере, и поэтому... Да. Здесь был вопрос не в зарплате. Да, уже. И в принципе бывают такие контракты, где написано, что вы даже не имеете права разглашать вашу зарплату. Это специально так сделано, прописано. И поэтому, да. Когда большая корпорация, да, в среднем они очень редко делают так, что кто-то больше сильно получает, чем другой. В среднем они, да, примерно одинаково получают. Кроме тех людей, которые очень-очень давно там работают, 10-15 лет, у них может быть только грубо говоря, за их стаж, уже потому что они каждый год там больше просят. И, соответственно, у менеджеров либо больше, редкая специализация, если очень нужен редкая, конкретная специализация, конкретно которого человека вообще не так-то просто обучить, тогда у них тоже может быть намного больше. Но в среднем делают они так, что не сильно они разнятся. И да, чтобы если вдруг какая-то будет ситуация, что они у друг друга как-то узнают зарплату, чтобы не было одному или другому обидно. То есть там в пределах, скажем, там 5000, да, у них может разниться зарплата, но не так, что один получает 50, а другой 100. Такого нет. И что следует здесь отметить, где у тебя была достаточно высокая зарплата по сравнению с остальными, ты там был единственным иностранцем. Это была средних размеров фирма, и там действительно работали только одни немцы. Ты был первым иностранцем. И твоя работа предполагала очень хорошие навыки коммуникации. Немецкий должен быть на высоком уровне. Да, когда вы целый день на немецком общаетесь, язык, соответственно, просто подтягивается, во-первых, очень быстро, во-вторых, очень сильно подтягивается. И вы уже, конечно, после той работы я больше вообще не задумываюсь. Я сегодня, если я говорю или смотрю телевизор, я вообще не задумываюсь, на каком языке я смотрю. На самом деле, на таком он уже уровне прокачался. Раньше было это сложно. Вообще, в принципе, тема языка — это довольно такая глубокая тема и довольно болезненная. На самом деле, немецкий язык, конечно, не самый простой, он очень сложный, один из самых сложных, наверное, и, наверное, не самый красивый, скажем так, и не самый простой в изучении. Да, если бы, наверное, мы были бы где-нибудь там в Америке, то, скорее всего, было бы намного быстрее и проще все это на английском языке, да. А теперь в конце нашего видео мы хотели бы поделиться для вас определенной практикой. Я сама ее совсем недавно тоже услышала в одном из подкастов,
И она мне очень понравилась. Считаю, что нужно применять. Итак, вы наверняка встречали, слушали, вам где-то рассказывали о случаях, что вот, иностранцам платят меньше, здесь несправедливо, нам не устроиться на работу, нас не берут и тому подобное. Но зачем программировать ваш мозг вот на что-то такое негативное, что обязательно не получится, вы обязательно будете получать меньше? Нет. Возьмите, пожалуйста, и ищите примеры, вот сами вот сядьте и ищите примеры иностранцев, которые добились здесь успеха. Если в Германии, ищите в Германии. Если вы девушка, ищите примеры женщин. Ищите тех, кто приехал с опытом, без опыта, с вашим образованием, без образования. Есть огромное количество людей, которые добились здесь успеха, которые имеют высокие зарплаты. Посмотрите, найдите их, посмотрите их путь, возможно, их странички в LinkedIn. Можете с ними законнектиться. Просто знайте, что таких людей много. И смотрите, так, они смогли, значит, и я смогу. И это действительно работает. Мы все это все сможем, мы все преодолели огромный и сложнейший путь иммиграции, адаптации. Не каждый немец такое сможет пройти, поэтому вы уже намного сильнее. Просто верьте в себя, берите примеры, с которых вы хотите брать пример, с которых вы хотите вдохновляться, и вы тоже обязательно сможете. Успехов! Ну, как я уже сказал, выключайте режим самозванца, вы не хуже уж точно, но и реально оценивайте свои силы. И не забывайте, что, конечно, если вы находитесь в Германии, то люди здесь далеко не глупые. Они даже на сегодняшний момент, инженера и все остальные, являются лучшими в мире, лучшими. Не одними из лучших, они лучшие, потому что лучшие машины, лучшая медицина, лучшие самолеты, как мы ходили в музей Dornier. Это фирма, которая специализировалась на выпуске самолетов конкретно во Вторую мировую войну. Если хотите, погуглите, почитайте. И потом они очень плотно занимались в сфере аэроразработок аэрокосмических, то есть они делали спутники. И потом их выкупила фирма Airbus. И они сегодня, по сути, Airbus, это работают они на базе вот этой фирмы Dornier, немецкой, которая, кстати, у нас здесь на Бодензе находится. То есть вы должны тоже реально себя сопоставить, то есть а где в этой лесенке нахожусь я, то есть вы считаете действительно, что вы наравне с этими инженерами находитесь или все-таки ниже. То есть если вы реально себя оцените, реально сопоставите себя, свои знания с немецкими знаниями, немецкого там, инженера, человека, работника и так далее, то вы поймете, где вы находитесь, выше или ниже. Соответственно, сопоставите зарплату, которую вы хотите получить, и я уверен, что тогда вы получите эту работу. Всем успехов! Делитесь в комментариях, как вы здесь получали работу, и делитесь обязательно вашими историями успеха. Давайте мотивировать друг другу, пусть все остальные также посмотрят, что действительно есть люди. Я знаю те, кто приехал 3 года назад и уже смогли найти здесь достойную работу, достойную зарплату, и выучили язык за все это время и прекрасно себя чувствуют. Всем спасибо. Пока. Пока. До следующего выпуска.